Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Мы продолжаем публиковать секретные, страшные материалы о похищении семьи Хатчинсон пришельцами из космоса. Вкратце напомню, что было в прошлых сериях. Из заключения предварительной следственной комиссии Департамента расследований штат Калифорния, Сан-Диего. В 6 часов утра при санитарном обходе пляжной зоны на западном побережье острова Коронадо сотрудниками администрации курорта Диего Резорт была обнаружена трехместная палатка, сожженная с одного края, и обнаженный мужчина без сознания. На место была вызвана полиция и сотрудники второго управления береговой охраны. Мужчине требовалась немедленная медицинская помощь, которая была оказана штатным врачом береговой охраны. Позже мужчина был доставлен в госпиталь. Извините, вы из ФБР? Дело вышло на федеральный уровень. Тон инспектора и то, что он говорил, не нравилось врачу, да и было абсурдом. День начался хорошо, но к полудню с приходом инспектора все изменилось. Если вы не видели еще их, то ссылка на плейлист висит сейчас в правом верхнем углу экрана. Ну а я продолжаю нашу страшную историю. Доктор Макди вызвал к себе пациента клиники Майкла Хатчинсона. Со дня его водворения сюда прошел уже целый год. Присаживайтесь, мистер Хатчинсон. Как себя чувствуете? Нормально, доктор. Если мое состояние можно назвать нормальным. Доктор поморщился, как от больного зуба. Я все понимаю, я о многом догадываюсь. Слишком серьезные силы задействованы. Мне кажется, что ваше пребывание здесь уберегло вас от чего? От гибели. Я не знаю, что произошло тогда с вами, но мой опыт мне подсказывает, что сказанное вами правда. Мне от этого не легче, доктор. Первое время Хатчинсону кололи мощные транквилизаторы, угнетали сознание и работу полушарий мозга, лечили его псевдошизофрению. Но потом доктор Макди наложил запрет, и все изменилось. Но те экзорцисы притупили сознание. Мысли о жене и ребенке, необычно острые и болезненные, стали отходить на второй план. Огонь и злость в сердце погасли. За год он понял, что они мертвы, их больше нет. После отмены лекарств Майкл помышлял о побеге, но потом понял всю тщетность и мыслей, и воображаемых попыток. Я все понимаю. Единственное, что я могу для вас сделать, это выпустить вас из клиники. Сейчас, сегодня. Будем считать, что у вас произошла ремиссия. Санитар забудет закрыть вашу палату и уйдет с коридора. А ваша карта, которую мы завели, исчезнет. Ведь вы умрете от приступа остросердечной недостаточности. Врач рассуждал, как будто говоря эти слова самому себе. Но Майкл понимал, слова адресованы именно ему. Я понимаю. Клиника осталась позади, как и ужас вынужденного заточения, бессилие. Остались только мысли о его семье и о том, что же тогда произошло. Прошлая жизнь была разрушена, уничтожена обстоятельствами, которые как бушующий океан подхватили легкие щипки жизни и потопили. Выплыла лишь одна, да и то покореженная. Очнувшееся сердце душа жаждали мести, борьбы, но с кем? В Вашингтон Майкл не вернулся. До побега из клиники доктор Макди помог небольшой суммой денег. Указал человека, который сможет помочь документами. И все. В один из осенних дней, погруженный в себя, ставший молчаливым за год клиники и последующих скитаний, Майкл сидел на скамейке городского парка в Атланте, пил кофе и смотрел перед собой. Думал ли он о жизни и о своей судьбе? Неизвестно. Рядом с ним на скамейку присела пожилая женщина. Повернула голову, приветливо улыбнулась. «А вы знаете, раньше в этом парке было озеро». Майкл рассеянно посмотрел на пожилую женщину и ничего не ответил. «По нему плавали лебеди, это была неописуемая красота». Майкл смотрел на женщину и не знал, что сказать ей. Вдруг она посмотрела ему прямо в глаза. Серые, холодные глаза человека, пережившего сильнейшую боль. «Ведь моих родных тоже похитили. Они». По телу Майкла прошла дрожь. Сердце заныло, денег поддерживать его работу не хватало. Не хватало даже на лекарства, на плановую замену водителя ритмов. Он смирился с этой мыслью и готовился умереть. Но слова этой женщины спазмом боли втолкнули в сердце жизнь. «Что? Как вы сказали?» Женщина ничего не ответила, а просто протянула Майклу небольшую визитку, медленно встала и ушла. Майкл посмотрел на аккуратную бумажку, на которой было написано: «Мы все знаем, нам не все равно. Сегодня вечером проспект Эладжо, дом 43, подвал. Не нужно никого догонять». Он оторвался от визитки, и женщина шла по тропинке в сторону выхода из парка. Первым желанием было догнать ее, развернуть к себе лицом и спрашивать. Но он дочитал визитку до конца. Не нужно никого догонять.
Проспект Эладжио, дом 43, подвал, вечер. В подвале царил полумрак, рассеиваемый настольной лампой, которая стояла на полу. Вокруг лампы в круг стояли 6 стульев. По всей видимости, беседа шла уже давно. Когда Майкл спустился в открытый подвал, то на стульях уже сидели люди. 5. 6-й предназначался для него. Майкл прошел ближе и увидел пожилую даму, которую видел днем в парке. Она приложила палец к губам, давая знак молчать, и указала на стул. Майкл сел. Напротив него худощавый мужчина с длинными руками и большими ладонями медленно говорил и корябал кутикулу ногтей, иногда нервно сжимая кулаки. «Я и моя жена отдыхали в Аспене, в горах Колорадо. По пути назад, когда мы ехали по шоссе, нас похитили. Они серые, они препарировали мою жену, отрезали от нее по кусочку. Руки, ноги, она страдала, но не давали ей умереть, заставляли меня смотреть. Я видел все. Меня отпустили после я мечтал о смерти». Пожилая женщина положила руку на голову мужчины, гладила по волосам. «Теперь ты среди друзей, Боб. Ты в безопасности. Мы найдем способ бороться с ним. Мы отомстим». Затем слово перешло к молодой женщине, которая говорила едва слышно, свистящим шепотом, который перерывался немым шевелением рта, но после звучал вновь. «Я спала в своем доме. Мой муж был рядом. Они похитили меня, серые, и изнасиловали на своем корабле. Я помню каждое мгновение, я помню все». Молодая женщина не выдержала и заплакала. Так слово дошло и до Майкла. Все смотрели на него, ждали, а он не решался. К нему подошла та самая пожилая женщина. «Майкл, ты среди друзей, среди людей, которые поймут тебя. Не бойся». Впервые за последнее время Майкл расплакался, как ребенок. Со слезами душа освобождалась от тягот. Он почувствовал, что действительно находится среди людей, которые поверят ему, поймут. Он начал свою историю, вспоминая подробности, которые отравляли сердце горечью. Он снова и снова потирал грудь, пересиливая боль, но чувствовал себя на грани. Неизвестно откуда, но пожилая дама знала о его недостаточности. Она протянула ему продолговатую колбу нитроспрея. После употребления сердце немного отпустило. «Спасибо, но кто вы такие?» Из темноты подвала в свет вышел пожилой мужчина в спортивной толстовке. «На сегодняшний день мы единственное объединенное сопротивление против инопланетян на территории США. Мы собираем свидетельства и готовим аналитическую информацию по каждому случаю. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что ты, Майкл, как и Боб». Мужчина показал на первого худого мужчину на стуле. «Подверглись психологическому эксперименту, который провели серые. Они разлучают семьи или истязают членов одной семьи на глазах друг другу. Зачем? Пока мы не знаем». Майкл хотел пить. Всегда, когда сердце немного отпускало, очень сильно хотелось пить. «Но что вы будете с этим делать? Ведь правительство...» Мужчина усмехнулся. «Правительство давно с ними заодно. Ведь ты сам знаешь об этом». Майкл молчал. И заключение врача, работающего на Центр сопротивления. В грудь Майкла Хатчинсона было имплантировано наблюдательное устройство чип, замаскированное под трискупидальный клапан сердечной мышцы. Извлечь чип не представляется возможным, так как он задействован в работе сердца. Приняты меры по дезактивации. В настоящее время пациент стабилен, водитель ритмов и стимулятор активности синусового узла заменены. С тех пор прошло полгода. Майкл активно включился в работу сопротивления, занимался сбором и систематизацией информации. Кропотливо, осторожно и тщательно. В глубине души он хранил мысль о том, что ему удастся встретиться с женой и ребенком. Эта мысль была присуща всем участникам закрытого сообщества, даже Бобу, который убедил себя в том, что его жена жива и их встреча возможна. Майкл не интересовался, кем были та пожилая женщина и мужчина на первой встрече в подвале. Он просто верил им. Доктор Макди сидел в гостиной загородного дома, наслаждался бокалом апельсинового сока и ждал приезда внуков. Он все-таки набрался смелости и решительности и ушел в отставку. Уважаемый доктор на гособеспечение в своем загородном доме. Чего еще желать? Скоро приедут внуки и будут весь день плескаться в бассейне, а вечером радовать его, старика, своим детским обществом и незатейливым разговором. «Чарльз, принести еще сока?» «Да, дорогая. Будь любезна». Жена вышла из кухни и поправила передник. Потом снова вернулась на кухню, налила сок в чистый стакан и принесла мужу.
снова наслаждаешься тишиной? Включи телевизор. Может, там Трамп затеял новую стену на границе с Мексикой строить? Мужчина рассмеялся. Ему, южанину и консерватору, мысль о стене с Мексикой придавала энтузиазма. Еще бы, такую стену построить посреди Тихого и Атлантического океана. Было бы прекрасно. Все-таки республиканцев в правительстве посещают дельные мыслишки. Чарльз Макди взял пульт от телевизора. В экране все как всегда. Суета и всякий бардак. Вот и в этот раз молоденькая дикторша на CNN рассказывала о чрезвычайном происшествии. Сегодня в 14 часов пополудни возле своего дома на пересечении улицы Эллиота и Пичтрис был убит начальник отдела, курирующего вопросы инновационных разработок НАСА. Погибший был расстрелян из автоматического оружия в своем автомобиле. Злоумышленник скрылся на мотоцикле. Макди смотрел в экран. Какие-то врачи тянули каталку с трупом. Белое покрывало колыхнулось, наверное, от ветра. Открылось бледное, бескровное лицо. Это был тот самый инспектор, который почти 2 года назад явился к нему в клинику Тракайтера и наводил справки о Майкле Хатчинсоне. Это был он, без всяких сомнений, инспектор Тейлор. Макди сразу же узнал его. Майклу удалось уйти. Он на полной скорости промчался на спортивном байке вниз по улице. Там же в проулке выкинул компактный автомат, разряженный им в автомобиль инспектора, продавшего душу инопланетным мразям. После пересел в легковой седан, а потом еще раз сменил машину уже на выезде из пригорода. Удалось уйти. Инспектор был лишь верхушкой, возможно, он прекрасно понимал, кому служит, но он выполнял приказы персонажей, еще более вымазанных во всем этом дерьме. Кто точно знал, в чем дело и что нужно серым. Майкл сжал кулаки. Мы доберемся до всех вас. Из личных дневников доктора Макди. Не беседовал с Майклом Хатчинсоном лично. Ведь несмотря на то, что я неплохой психиатр, я также неплохой психолог. Мне удалось узнать кое-что. Майкл видел не только свет и то, как его жена улетает в неизвестном направлении, равно как и его ребенок. При погружении в сон под воздействием гамбудрола пациент Хатчинсон впадал в состояние многословного бренда. Лично мной записано около 16 часов. Диктофонные записи хранятся в надежном месте, о котором знает только моя жена. Когда-нибудь общественность будет нуждаться в этом, в информации о том, что на нашей планете творится чертовщина, не подвластная для контроля простыми людьми. Хатчинсон столкнулся с одним из жутких, нечеловеческих проявлений существ, наделенных разумом, но не принадлежащих нашему миру. Из диктофонных записей. Сияние света, которое окружало Дэниела, я видел высоких, длинных, вытянутых существ. Они казались плоскими, несуществующими, бестелесными. 2 из них тянули мою жену за ноги, а потом они взлетели вместе с ней над океаном. Одно такое же существо несло моего сына. Когда я закричал, 4-е существо направило на меня продолговатый предмет, и что-то прижгло мою грудь. Я почувствовал, как в меня проникло что-то живое, а потом замерло где-то под сердцем. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Делитесь этим видео в своих социальных сетях, ведь нам нужна максимальная огласка. А также подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Если я вам не ответил, значит я еще проверяю вас, ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию, ведь люди должны знать правду.